Всем привет! Наше сегодняшнее видео снова по запросу наших подписчиков просили показать, как нанести фактуру Форли. Мы будем наносить сегодня, пробовать ее вместе с нами, фактуру Форли. Я поковырялась в интернете и поискала, что такое Форли. Для меня более понятны простые вещи. Например, эффект вьюшки. Вьюшка для меня это, ну вот, завьюжено, то есть закружено, завьюжено, вот это для меня вьюшка. Или эффект бархата, например. Бархат это проводишь кверху темный, проводишь к низу светлый. И вот есть шелка, бархаты, вот такие вот материалы тонкослойные с эффектом бархата. Это для меня понятно. Карта мира, например, понятно, потому что островки, кратеры, то есть где-то, ну, имитируются вот такие вот островки, как карта мира. Или лофт, например, стиль. А в Форли для меня было непонятно. Я, значит, полазила и нашла, что это город в Италии. Это город в Италии. И как данная фактура, конкретно вот этот способ нанесения связан с городом в Италии, мне не совсем понятно. Но раз ее так назвали, значит, давайте будем так ее называть. У нас образец сегодня небольшой, это планшет. Все углы, ну, у вас, допустим, где-то плинтуса, какие-то углы заклеиваете там, где вы не хотите запачкать. Лента STM Декор у нас вот такая. Мы заклеиваем себе место там, где будет в последующем описание данной фактуры. И наносить будем штукатурку декоративную Ривьера. Она с волокнами, и мне кажется, что для данной фактуры будет она очень подходящая. Форли как бы имитация необработанного камня, что ли. Ну, как-то так. У нас она в регионе не пользуется спросом, по крайней мере, она не называется так у нас. Может быть, я где-то ошибаюсь, но все-таки. Так, наносим штукатурку с помощью кельмы и шпателя. И 2 руки должно быть у нас. Штукатурка с волокнами, видите, вот они торчат. Вот такая волокнистая. Это у нас Ривьера. И мы наносим тонким слоем, укрывая поверхность стены. Кстати, стена должна быть оштукатуренная. Не обязательно шпаклевать. Просто штукатуренная, грунтованная поверхность. И накладываем декоративную штукатурку однородным вот таким вот слоем. Наше видео сегодня будет коротким. Оно просто для того, чтобы показать человеку, как нанести можно. Примерно хотя бы вот этот образец. Ничего там особого такого нет. Один в один все равно не получится. Ни у нас как на фото, ни у него как у нас. То есть примерный образ. Штукатурка Ривьера. Слой в среднем у нее будет 1,5 килограмма на квадратный метр. Вы, кстати, заодно можете у нас ее заказать. Штукатурка трещиноустойчивая. Для внутренних и наружных работ. Можно ее использовать в коридоре, в ванной даже комнате, если кому-то понравится. В кухне, ну то есть где хотите. В больших помещениях можно и, если большие дома, то это может быть и гостиная, и все что угодно. Только нанесли примерно слой. И дальше я бы сделала так. Я бы взяла небольшое количество штукатурки на кельму и сделала бы вот так. Вот. То есть там такая имитация, где-то вот пустоты, а где-то как горки. Вот так. То есть расход достаточно высокий, тонко ее не получится нанести. Будет обязательно 1,5, а то может быть где-то местами и больше. Здесь у нас впадина, а здесь у нас выпуклые части. И вот таким образом наносим штукатурку, оставляя местами пробелы. Рельеф объемный, он и на фото был объемный. Ну, если вы хотите сделать поменьше, то можете и поменьше, ну вот у нас так. И вам будет виднее заодно. И я ее вижу на фото как объемную. Вот так. Ну, сейчас очень много появится, наверное, людей, кто меня поправит. Ну и поправят, и хорошо, значит, будем знать.
И вот в таком виде мы можем дать ей немножко подсохнуть, чуть-чуть, чтобы потом верха тоже почистить, чтобы не было острых краев. Я думаю, вот так вот мы ее оставим. Она как бы как попало наносится. Вот так. Оставляю углубления и выпуклые такие части. И мы вот это вот все хозяйство помазанное оставим сохнуть на сутки. Пусть полностью высыхает. И продолжим далее. Высохла. И теперь мы вот эту всю мазню. Ну, я не могу сказать, что это красиво или некрасиво. У всех свои вкусы. Это уж я так шучу. Не воспринимайте близко к сердцу, если кому-то это нравится. У меня просто немножко другие предпочтения. Ну, вот если человек попросил, значит это нравится. И вообще, выкрас этот был сфотографирован в каком-то отделе, в магазине. Если в магазине стоит этот образец, это значит, что он кому-то нравится. И мои слова мне не надо воспринимать буквально. Нам нужно вот это вот на ощупь, чтобы было приятным, чтобы не царапало. Видите, вот торчит это хозяйство все. Ну, вот так вот можно подшкурить. Не все можно так делать, не все материалы. Вот нашу ривьеру можно. И теперь мы покроем это колерованным воском. У нас как раз даже цвет нашелся. Бывает, вот заколируем себе куда-то на образец и стоит потом. Вот такой цвет. Как мне кажется, он очень подходит к тому, который на фотографии. С помощью губки влажной. Мы, кстати, губку увлажнили. Мы ее макнули вот так в воск. Вот такой густоты воск. И покрываем полностью в глубину, чтобы везде покрыто было, не было пробелов, проплешин, еще чего-то там. И прям туда вот губкой. Можете валиком покрыть и губкой размывать, кому как удобнее. Сейчас покроем, и даже вроде бы и ничего, наверное, должно получиться. Я такую фактуру делаю первый раз, сразу говорю. Она, можно сказать, несложная. И не такая прямо трудозатратная. Как бы думаю, что будет неплохо. Сейчас посмотрим. Ривьера штукатурка очень прочная, мягкая, она на ощупь такая приятная. Можно много из нее что сделать. Штукатурку вы можете у нас заказать, перейдя по ссылкам в описании. Я также хочу попросить, пожалуйста, по ссылкам переходите для заказа, если вы хотите сделать заказ, рассчитать площадь. Если у вас общие вопросы, пишите их в комментариях. Ну, либо, например, фотографии, да, не получается прикрепить в комментариях, значит, тогда можно по ссылкам отправлять. А так, какие-то вопросы, какие-то общие вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Во-первых, скажем так, откровенно, очень большая нагрузка получается сейчас у нас. Мы отвечаем на вопросы практически всегда и всем, кто нам пишет, и даже в личных сообщениях. И это очень высокая нагрузка. Все, что у вас есть, задать вопрос, пишите в комментариях, чтобы другие люди тоже видели ответы. А если у вас индивидуальные расчеты какие-то для приобретения декоративной штукатурки, тогда уже пишите по ссылкам. По ссылкам в мессенджерах, Viber, WhatsApp, ВКонтакте, Яндекс.Мессенджер. Для индивидуального заказа, скажем так. Покрыли достаточно густо. А теперь я думаю, что мы попробуем обратной чистой стороной излишки вот так подснять. Я думаю, что так создавалась та фактура, которая на фото. Губка, конечно, если больше размером, то это удобнее. То есть мы в верхушке высветляем, а в глубине остается темно. Вот так.
А здесь мы высветляем. Вот видите так, выбеляются верхушки. Если хотите посветлее верха, то выбеляем их вот так. Вот. Вот так. Достаточно? Я думаю, что основа понятна. Человек попросил показать примерно, как наносится определенный образец. Мы показали. Пусть это пригодится многим. Спасибо, что вы подписываетесь на наш канал и поставьте лайк, не забывайте. А также мы ждем ваши заявки по ссылкам в описании. Мы ждем ваши заявки на декоративные штукатурки, сопутствующие материалы и инструменты. Пишите. Всем пока!